Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько идеально ваше тело на самом деле? Возможно, некоторые его особенности, которые вы считаете нормой, на самом деле являются скрытыми проблемами. Возьмем, к примеру, носовую перегородку. Исследования показывают, что у большинства людей она далеко не идеально ровная. Эта хрящевая и костная стенка разделяет носовые проходы, и в идеале воздух должен свободно циркулировать через обе ноздри. Однако у большинства людей перегородка смещена в сторону, что приводит к сужению одного прохода и расширению другого. Легкие искривления могут оставаться незамеченными, но умеренные уже вызывают постоянную заложенность с одной стороны. Это также может проявляться громким дыханием и храпом, а серьезные деформации способны значительно затруднять проход воздуха и провоцировать апноэ во сне. Многие ошибочно списывают эти симптомы на аллергию или проблемы с пазухами, годами принимая лекарства вместо решения структурной причины. Исправить это можно только хирургически. Процедура под названием септопластика выпрямляет хрящ через ноздри, не оставляя внешних разрезов. Пациенты часто отмечают значительное улучшение дыхания после операции. Но многие так и не обращаются за помощью, поскольку привыкают к своим симптомам, считая их нормой. Теперь давайте поговорим о легком сколиозе. Посмотрите на человека со спины. На одном ли уровне находятся его плечи, а тазобедренные суставы? Незначительная асимметрия может быть не просто плохой осанкой, а структурным искривлением позвоночника. Сколиоз — это боковое искривление позвоночника. В то время как серьезные случаи очевидны и требуют немедленного вмешательства, легкие формы с изгибами от 10 до 25 градусов зачастую остаются незамеченными годами или даже на протяжении всей жизни. Вместо прямой линии позвоночник приобретает легкую S или S-образную форму. Сам по себе такой сколиоз может не вызывать сильной боли, но приводит к компенсаторным изменениям. Одно плечо может быть выше, одно бедро выступать сильнее, тело неравномерно распределяет вес. С годами это становится причиной болей в спине, мышечной усталости и проблем с тазобедренными суставами, которые редко связывают с истинной причиной. Многие взрослые со слабым сколиозом в детстве либо не проходили обследований, либо их состояние считали незначительным. Им часто советовали просто поработать над осанкой, хотя истинная причина дискомфорта была в структурных изменениях позвоночника. Перейдем к плоскостопию. Примерно у 30% людей свод стопы частично или полностью опущен. Многие даже не подозревают, что это влияет на что-то большее, чем просто износ обуви. Своды стопы — это естественные амортизаторы. Они эффективно распределяют нагрузку каждого шага по всей структуре ноги. Когда свод стопы опускается, это распределение нарушается, и голеностопный сустав начинает заваливаться внутрь. Это называется избыточной пронацией. В качестве компенсации колени немного смещаются внутрь, а бедра и поясница подстраиваются под изменившуюся биомеханику. Люди с плоскостопием часто сталкиваются с болями в коленях, голенях, подошвенным фасциитом и дискомфортом в пояснице. Они обращаются к врачам по поводу каждой жалобы отдельно, леча лишь симптомы и не выявляя первопричину. Связь часто упускается из виду, ведь само плоскостопие не вызывает боли, стопа выглядит нормально, а дискомфорт проявляется в других местах. Специальные стельки и обувь могут значительно уменьшить последующие боли. Многие годы люди борются с проблемами коленей и спины, не подозревая о первопричине в стопах. А теперь посмотрите на свои стопы. Если второй палец длиннее большого, у вас так называемый палец Мортона. Это встречается от 10 до 30% людей и незаметно влияет на каждый ваш шаг. Обычно большой палец несет основную нагрузку при ходьбе, но при пальце Мортона распределение веса меняется, и он теряет свое преимущество. Передний отдел стопы испытывает чрезмерное давление, что ведет к мозолям и риску развития бурситов. Это также изменяет механику походки, затрагивая всю кинетическую цепь от бедер до поясницы и связано с невромой Мортона. Незначительные изменения в походке могут вызвать едва заметное вращение бедра, за которым следует компенсация в нижней части спины. Кроме того, палец Мортона часто связывают с невромой Мортона, болезненным утолщением нервной ткани, а также с хронической болью в переднем отделе стопы, называемой метатарзалгией.
Однако большинство людей, страдающих от этих проблем, никогда не связывают их с длиной второго пальца. Теперь поговорим о сутулости с выдвинутой вперед головой. Ваша голова весит около от 5 до 6 килограммов, и этот вес равномерно распределяется при ее правильном положении над позвоночником. Но стоит ей сместиться вперед всего на 1 дюйм, как нагрузка на шею удваивается. Если же голова выдвигается на 3 дюйма, ваша шея вынуждена выдерживать эквивалент 40 фунтов или почти 18 килограммов. Это состояние означает, что череп расположен перед плечами, а не находится прямо над ними. Годы использования телефонов, компьютеров и работа за столом формируют эту позу, превращая мышечную привычку в структурные изменения. Шейные позвонки постепенно перестраиваются, а мышцы задней части шеи постоянно укорачиваются. Симптомы включают боли в шее, напряжение в плечах, головные боли, начинающиеся у основания черепа, и проблемы с челюстью из-за изменившегося положения головы. Люди часто лечат каждый симптом по отдельности: физиотерапия, обезболивающие, защитные капы для челюсти. Но главная проблема кроется в структурном нарушении, которое развивается настолько постепенно, что со временем перестает ощущаться как нечто неправильное. Теперь обратите внимание на свой мизинец. Не изгибается ли он слегка внутрь, по направлению к безымянному пальцу? У этого изгиба есть свое название — клинодактилия. Это искривление или изгиб пальца в плоскости ладони, чаще всего поражающий именно мизинец. Она встречается примерно у 10% людей. В большинстве случаев это лишь косметическая особенность, не влияющая на функциональность, когда палец просто указывает под небольшим углом. Обычно это состояние является наследственным, передаваясь из поколения в поколение, но при этом оставаясь безымянным. Незначительные проявления настолько распространены, что их редко воспринимают как отклонение от нормы. Люди с клинодактилией могут заметить особенность пальца, лишь присмотревшись, но потом живут, не придавая этому значения. В более тяжелых случаях функция пальца может быть нарушена и существует хирургическая коррекция, но большинство обладателей не задумываются об этом. Теперь давайте рассмотрим еще одно распространенное, но часто игнорируемое состояние. Под языком у каждого есть тонкая полоска ткани — уздечка. Иногда эта уздечка может быть короче, толще или расположена слишком близко к кончику языка, ограничивая его подвижность. Это состояние известно как анкилоглоссия, или, как чаще говорят, короткая уздечка языка. Хотя о короткой уздечке чаще говорят применительно к младенцам из-за проблем с кормлением, у взрослых она часто остается незамеченной. Язык компенсирует ограничение подвижности, используя альтернативные паттерны движений, что влияет на мышцы челюсти, шеи и горла. У взрослых это может проявляться в особенностях речи, затрудняя произношение некоторых звуков. Также наблюдается ускоренное разрушение зубов из-за недостатка слюны, напряжение в челюсти и шее, а также нарушение дыхания во сне. Большинство взрослых с этим состоянием выработали компенсации еще в детстве и не подозревают о структурной проблеме, требующей специфической диагностики. Приложите руку к центру груди. У большинства людей грудина находится примерно на одном уровне с ребрами. Однако примерно у одного из 300 человек грудина западает внутрь, образуя заметное углубление, известное как воронкообразная грудная клетка. В легких случаях она скрывается под одеждой и часто остается незамеченной. Человек лишь смутно ощущает небольшое углубление. При более выраженных формах углубление может смещать сердце влево и ограничивать полноценное раскрытие легких. Такие люди часто жалуются на снижение выносливости, одышку при нагрузках и учащенное сердцебиение. Долгие годы эти симптомы нередко ошибочно связывают с низкой физической подготовкой или даже с тревожностью. При этом психологическое воздействие даже легких и умеренных случаев часто остается недооцененным. Многие взрослые с воронкообразной грудной клеткой избегают раздеваться на публике, не понимая, почему центр их груди выглядит иначе. Далее рассмотрим крыловидные лопатки. Попросите человека упереться руками в стену и взгляните на его спину сзади. У большинства людей лопатки прилегают плотно, но у некоторых одна отходит от грудной клетки, создавая крыловидный выступ. Это возникает из-за ослабления мышц, фиксирующих лопатку грудной клетки, или повреждения иннервирующего их нерва. Длинный грудной нерв, отвечающий за переднюю зубчатую мышцу,
особенно подвержен компрессионным повреждениям. Люди с легкой формой крыловидных лопаток часто не замечают этого, пока им не укажет кто-то другой. У них может быть ограничена подвижность плеча, неясная боль вокруг лопатки или слабость при движениях над головой. На протяжении многих лет это состояние ошибочно принимают за следствие плохой осанки. Фитнес-тренеры и физиотерапевты часто советуют укреплять стабильность плеча, не выявляя истинной структурной проблемы. Целенаправленная реабилитация, направленная на усиление передней зубчатой мышцы, способна эффективно исправить это. Еще одна особенность — разная длина ног. Попросите кого-то понаблюдать за вашими бедрами сзади, часто одно из них сидит выше. Встаньте босиком и попросите кого-нибудь посмотреть на ваши бедра сзади. У большинства людей они находятся на одном уровне, но у значительной части одно бедро расположено заметно выше другого. Это часто указывает на то, что одна нога анатомически короче другой. Такие различия в длине ног, достигающие 2 см, встречаются удивительно часто. Из-за этой асимметрии при каждом шаге бедро на более короткой стороне немного опускается. На протяжении всей жизни это приводит к компенсационному искривлению поясничного отдела позвоночника, смещению бедра и адаптации всей опорно-двигательной системы к дисбалансу. Люди с разной длиной ног часто страдают от хронических болей в нижней части спины, бедре и проблем с коленом на стороне укороченной ноги. Износ обуви на разных ногах также отличается, что обычно объясняют особенностями походки, а не структурной причиной. Простая диагностика включает измерение длины ног во время медицинского осмотра, но, к сожалению, это не всегда является рутинной процедурой. Небольшая подкладка под пятку в обуви короткой ноги способна значительно уменьшить компенсаторные изменения, однако многие годами живут с болью без такого простого решения. Перейдем к раздвоенному небному язычку. Откройте рот и посмотрите на небольшой кусочек ткани, свисающий в глубине горла. Это и есть небный язычок. У большинства он представляет собой единое округлое образование, но примерно у 1–2% людей он раздвоен, расщеплен посередине, образуя 2 доли вместо одной. Это состояние считается микроформой расщелины неба, указывающей на то, что ткани неба не полностью срослись по средней линии во время внутриутробного развития. Раздвоенный язычок может встречаться как изолированно, так и в сочетании с подслизистой расщелиной неба, когда расщепление мышц скрыто под неповрежденной слизистой оболочкой. Большинство людей с раздвоенным язычком не испытывают никаких симптомов и никогда его не замечают. Его обнаруживают лишь случайно, когда кто-то заглядывает достаточно глубоко в горло. Следующая особенность — придушная фистула. Взгляните в зеркало на область прямо перед ухом, там, где оно соединяется с головой. У некоторых людей там можно заметить крошечное отверстие, едва заметное углубление размером около миллиметра. Это и есть придушная фистула или киста, врожденный остаток, сформировавшийся в процессе развития уха. Внутриутробно ухо образуется из 6 бугорков ткани, которые должны срастись. Неполное слияние оставляет узкий канал под кожей. Примерно у 1 из 100 человек встречается такая особенность. Большинство о ней даже не догадываются, так как она безболезненна и почти незаметна. Иногда, правда, в этом канале скапливаются частицы, что может привести к воспалению и опуханию, причину которого многие не понимают. Теперь поговорим о добавочных сосках. Внутриутробно тело человека развивается вдоль так называемой молочной линии. Эта линия протягивается от подмышечной впадины через грудь и живот к паху, повторяя путь, где у млекопитающих расположены многочисленные соски. У людей обычно все ткани вдоль этой линии, кроме 2 основных сосков, регрессируют еще до рождения. Но иногда этот процесс не завершается полностью. И тогда у одного из от 18 до 100 человек появляется дополнительный сосок вдоль этой линии. Их часто принимают за родинки, поскольку они обычно малы, без выраженной ореолы, и врачи не всегда уделяют им должное внимание. Далее рассмотрим добавочную ладьевидную кость, расположенную в стопе недалеко от свода. У небольшой части людей рядом с ней развивается дополнительный фрагмент, который может быть сросшимся с основной костью или плавать отдельно. Это встречается у от 4 до 14% населения. Большинство даже не подозревают о ее существовании.
Но у некоторых она проявляется заметным костным выступом на внутреннем своде и вызывает хроническую боль при нагрузках. Ощущения от добавочной ладьевидной кости часто неотличимы от подошвенного фасциита, проявляясь болью в своде стопы, усиливающейся при движении и ослабевающей в покое. Многие годами безуспешно лечат ошибочно диагностированный фасциит, поскольку истинная причина их страданий остается неустановленной. Для точного определения требуется рентген, специально фокусирующийся на средней части стопы. Перейдем к диастазу прямых мышц живота, состоянию, когда две параллельные полосы ваших абдоминальных мышц расходятся. В норме этот промежуток, образованный белой линией, узок. При диастазе он расширяется, а соединительная ткань истончается и растягивается. В результате при выполнении скручиваний по центру живота от пупка до грудины появляется заметный валик или купол, выпирающий наружу. Чаще всего это ассоциируется с беременностью, когда растущая матка оказывает продолжительное давление на брюшную стенку, растягивая ее. Однако диастаз встречается и у мужчин, особенно после многих лет тяжелых тренировок с неправильной техникой или при значительном весе в области живота. Люди с диастазом часто сталкиваются с болями в пояснице и дисфункцией тазового дна, так как ослабленный кор больше не стабилизирует позвоночник эффективно. Многие ошибочно считают это просто упрямым жиром или слабыми мышцами и начинают тренироваться еще усерднее, что лишь усугубляет проблему. Существуют специальные корректирующие упражнения для диастаза, тогда как стандартные скручивания и подъемы корпуса обычно противопоказаны и вредны. Эти примеры ярко показывают, насколько важно быть внимательным к своему телу и не игнорировать даже, казалось бы, незначительные тревожные симптомы. Помните, иногда за обыденными недомоганиями скрываются необычные, но поддающиеся коррекции состояния, требующие профессионального подхода и точной диагностики. Если вы узнали себя в одном из описаний, не откладывайте визит к врачу. Подпишитесь, чтобы не пропустить другие интересные факты о нашем удивительном организме.